Всем привет, с вами Руслан Левиев, на календаре 20 июля, и это очередная сводка с войны. Украинские подразделения продолжают успешно контратаковать на западном фланге Сумского направления, в районе Кондратовки и Алексеевки. Это хорошо заметно по спутниковым снимкам, поскольку на них можно рассмотреть следы авиабомбардировок по украинским позициям. Российская авиация, забрасывая позиции сотнями авиабомб, пытается замедлить продвижение ВСУ. Однако на восточном фланге Сумского направления смогли немного продвинуться российские войска в районе Яблоновки и Юнаковки. Снова активизировалась линия фронта в Харьковской области, около Волчанска. А именно, российские подразделения форсировали реку Волча в районе села Готища и вышли на западные окраины города Волчанска. На западном фланге Торецкого направления российские войска продвинулись в районе Александра Калинова и Яблоновки. Эта попытка выйти на западные границы Клебано-Быкского водохранилища тянется на протяжении последних 1,5 месяцев, но в ближайшее время они могут достигнуть цели. Более заметные и значимые изменения за неделю произошли на Покровском направлении. Во-первых, российские военные вышли на окраины города Родинское, которое является важным логистическим пунктом на Покровском направлении. Во-вторых, уже которую неделю подряд усиливают воздушные атаки по городу Доброполье, находящемуся в 13 километрах на северо-запад от Родинского. По Доброполю бьют и FPV-дронами, и авиабомбами. Есть погибшие, а количество пострадавших исчисляется десятками. По городу бьют, чтобы ослабить снабжение украинских сил на восточном фланге Покровского направления и ускорить захват Родинского. Поэтому дронами в Доброполье бьют также по железнодорожным локомотивам. Если же Родинская будет захвачена, то коридор снабжения всего кармана, включающего Покровск, Мирноград и Новоэкономическое, резко сузится. Для снабжения останется только такой ключевой пункт, как село Гришино. Сейчас ситуация для ВСУ опасная. Если Родинское не удастся удержать, то весь карман может схлопнуться. Поэтому вполне реальны шансы, что армия России выйдет на границы Покровска к концу лета. Здесь же, на Покровском направлении, Минобороны России заявила о захвате поселка Маяк. Подтверждение этому не опубликовано. Поэтому, скорее всего, очередное заявление в кредит. Но я здесь хотел отметить вот какой момент. Когда я говорю про такие заявления в кредит, наверняка многие из вас думают: ха-ха, заявили захват села, до которого еще даже не дошли. Вот клоуны. Но для российских солдат каждое такое заявление – это печальная новость. Они-то как раз-таки понимают, что после каждого такого заявления их пошлют поскорее атаковать заявленный населенный пункт и захватывать его любой ценой. А то вдруг из Москвы приедет проверка. Надо же показать заявленное. Так что неспроста солдаты так жалуются своим Z-блогерам на такие фейковые заявления. В этом смысле особенно показательна история с Днепропетровской областью. Помните все эти кадры, которые демонстрировала Минобороны России, как российские штурмовики заходят на территорию Днепропетровской области? Я даже не про район Дачного говорю, нет. Я про то, что было до этого. А именно, западный фланг Покровского направления, район села Орехово. Как они тогда с гордостью по всем СМИ раструбили, что российская армия широким фронтом наступает в Днепропетровской области. А Медведев написал, что это новая реальность, с которой Украине придется мириться. Это было 1,5 месяца назад, в первых числах июня. И я тогда сказал, что пока что это больше похоже на рейдовые действия, отдельные атаки, без полноценных боевых действий на территории соседней области. И вот, на данный момент, там даже серой зоны не появилось. 1,5 месяца. Даже 45 дней. Ладно, к этим цифрам мы вернемся чуть позже. В Северо-Донецкой области продолжают поступать все новые и новые кадры от 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Как это обычно выглядит? Российские штурмовики заходят в какой-нибудь населенный пункт и пытаются там закрепиться. Дальше туда подъезжают украинские танки и выстрелами уничтожают постройки, в которых укрываются российские солдаты. После чего танки уезжают. С одной стороны, это хорошие кадры, подтверждающие, что танки все еще нужны на этой войне. С другой стороны, у нас возникает вопрос: а где пехота-то? То есть обычно по тактике ведения боя после доработки танками туда должна заходить украинская пехота и удерживать позиции, не допуская нового проникновения противника. Здесь же пехоту мы не видим. Вероятно, это связано с дефицитом личного состава ВСУ. За неделю на юге Донецкой области российские войска смогли захватить села Воскресенко и Новохадское. И вот теперь давайте поговорим с вами про всякие там наступления, 50 дней и прочее. CNN пишет, что Россия стянула к линии фронта 160 тысяч солдат и может начать летнее наступление в ближайшее время.
Для меня очевидно, что речь идет не про какие-нибудь свежеприбывшие резервы численностью 160 тысяч человек, а про тех солдат, которые и так находятся на фронте. Потому что подобных резервов у России нету. По поводу всяких там летних наступлений, честно говоря, я еще в конце весны устал это комментировать. Опять придумывают некие масштабные летние наступления. Источники издания Axios утверждают, что когда 3 июля президенты России и Америки созванивались, Путин передал, что будет наступать еще следующие 60 дней, чтобы достигнуть своих целей. А 10 дней спустя, 14 июля, Трамп объявил, что дает России 50 дней для прекращения боевых действий, прежде чем он введет санкции. Я думаю, отсюда, из слов Путина, и появилось это некое летнее наступление, о котором пишет CNN. И сейчас у меня многие спрашивают, а чего российская армия сможет достигнуть за 50 дней? Насколько изменится линия фронта? На самом деле, если бы я вам сегодня показывал карты украинского мониторингового проекта Deep State от 31 мая, то есть 50-дневной давности, то 9 из 10 из вас даже не заметили бы подвоха. Потому что при сравнении карт на таком промежутке времени это напоминает игру «Найди 10 различий». Вот такой масштаб изменений по линии фронта был в предыдущие 50 дней. И я совершенно уверен, что плюс-минус такой же масштаб изменений будет и в следующие 50 дней. Темп войны примерно один и тот же, уже долгое время. Да, вы можете периодически видеть заголовки в новостях, что Россия на этой неделе продвигалась рекордными темпами. Или наоборот, темп продвижения резко упал. Но вот по общему модулю, усредненному числу, темп плюс-минус статичен уже много месяцев. Поэтому и называют нынешнюю ситуацию в войне тупиковой. Не ждите больших изменений по войне. Все то, что происходит вокруг заявления Трампа по войне, вызывает большие, продолжительные и эмоциональные дискуссии в нашей команде. И сразу скажу, что по этой теме у нас почти никогда не бывает консенсуса. Лично я в сети более скептичен по поводу решений Трампа, чем мои коллеги. На прошлой сводке я говорил, что, возможно, никаких $300 миллионов по PDA не будет, и что Трамп опять даст России 2-3 недели. Я считаю, что практически так оно и произошло. PDA больше никто не вспоминает, несмотря на то, что агентство Рейтер со ссылкой на источники писало, что решение прямо уже принято, что вот точно впервые выделят пакет помощи. А я напомню, что PDA – это самый оперативный механизм поставок американской военной техники и боеприпасов Украине. Это президентские полномочия по выделению помощи союзникам напрямую из запасов американской армии. И у Трампа есть неизрасходованный бюджет на это. Ничего не надо дополнительно согласовывать. Бери и трать. Я сказал, что он опять даст 2-3 недели, он дал аж 50 дней. Да, риторика его заявлений изменилась. Вот тут соглашусь. Теперь он прямо публично говорит, что Путин обманывает, что он не хочет заканчивать войну и так далее. Что же изменилось в плане вооружения Украины после понедельника? Честно, сложно сказать. Мы живем в том мире, где даже публичным заявлениям президента Америки верить на слово нельзя. Но все же я постараюсь очертить для вас то, как понял эту ситуацию я. У меня от нынешней американской администрации полное ощущение, что они пытаются распоряжаться другими странами, как подчиненные. Они знают, у какой страны сколько комплексов Patriot сейчас есть. И не советуясь ни с кем, объявляют. Германия отдаст вам один комплекс Patriot, а взамен они закупят у нас производство нового. Спустя час где-то в Германии министр обороны Борис Писториус видит, как по лентам новостных агентств пошли сообщения, что, оказывается, его страна должна отдать еще один свой комплекс Patriot, стоящий у них на вооружении. Хотя никто у них об этом не спрашивал. И вот так совсем. Вышел Трамп и объявил: Европа будет покупать у нас оружие и сразу поставлять его Украине. Но нам они точно 100% все оплатят. А хочет ли Европа покупать американское оружие? Он забыл спросить. Да, можно сколько угодно на камеру говорить о том, что наши ракеты самые лучшие, наши танки самые лучшие, у нас лучшее оружие в мире. Но Европа хочет поддерживать свою оборонную промышленность, отправлять заказы на свои заводы. Тем более в те времена, когда Америка показала себя абсолютно ненадежным партнером. Если та же Германия закажет сейчас производство Patriot для себя, то где гарантия, что какой-нибудь Пит Хексет не скажет в какой-то момент: а нам нужнее, поэтому вы еще 10 лет подождете поставки. И вот уже Чехия, Франция, Италия прямо заявили, что они не будут участвовать в этой схеме, предложенной Трампом. Тем более, что европейским странам ничто не мешало и раньше поступать ровно таким же образом. Отдавать Украине свое, а взамен закупать у Америки производство оружия для себя.
Им не нужно для этого особое приглашение Трампа. Так что, наверное, загвоздка была не в этом, а в том, что нет политической воли, в том, что нечего больше отдать своего, все же отдали, в том, что нет денег в бюджете, или в том, что предпочитают заказывать у европейского производителя. Это что касается поведения администрации Трампа. Теперь давайте поговорим про конкретные решения, что мы ждем. Трамп сказал, что Украине передадут, цитирую, 17 Patriot. Довольно очевидно, что речь идет про 17 машин комплекса Patriot, а не про 17 комплексов Patriot, и не про 17 систем Patriot. У самой Америки всего 60 комплексов, так что понятно, что 17 комплексов никто не отдаст. Каждый комплекс Patriot – это в среднем 8-12 машин. Это машина радиолокационной станции, машина энергоподстанции, командный пункт и пусковые установки. И передавать могут отдельными машинами, а не целыми комплексами. Трамп не назвал страну, которая даст 17 машин комплекса Patriot, но сейчас предполагается, что речь про Швейцарию. У нее пока нет своих комплексов Patriot, но она еще в 2022 году заказала их производство у Америки. Поставки должны были начаться в 2027 году. Предполагается, что Швейцария уступит эти установки Украине. С Германией ситуация тоже не ясна. Министр обороны Борис Писториус заявлял, что их страна больше не может отдавать свои комплексы Patriot, потому что они уже достигли минимума по количеству. Но они готовы профинансировать закупку 2 комплексов для Украины. А еще один комплекс профинансирует Норвегия. С другой стороны, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит системы Patriot уже в ближайшее время. Хотя, возможно, он говорил не про немецкие комплексы. Так что когда-то, непонятно когда, Украина получит 17 машин комплекса Patriot, а потом для нее закупят производство еще нескольких. Но производство – это долго. Про остальную номенклатуру закупок, какую-нибудь бронетехнику, артиллерийские снаряды, пока тишина. Есть заметки про то, что уже готовы к отгрузке американские комплексы Patriot, ракеты к ним, а также некие боеприпасы. Но европейские страны должны купить это и только потом поставить Украине. И опять непонятно. Это какие-то еще дополнительные комплексы? Или это те же самые, которые мы с вами только что обсуждали? Не ясно. Также есть слухи про то, что в пакет продаж войдут еще и ракеты «Атакамс». Но это пока тоже не точно. В среду Владимир Зеленский в интервью сказал, что во время разговора с Трампом последний ему заявил, что Америка хочет покупать украинские дроны. Зеленский в комментарии прессе назвал это мега-сделкой. Честно, мне этот момент тоже совершенно непонятен. Все применяемые обеими странами беспилотники достаточно просты в разработке. Любая страна может их повторить. Покупка беспилотников в Украине могла бы быть привлекательна только с точки зрения стоимости, так как производство в Украине будет намного дешевле, чем в Америке. С другой стороны, для каких-то значимых сумм продаж, или, как сказал Зеленский, обмена украинских беспилотников на американское оружие, нужны поставки гигантских партий этих дронов. Настолько больших, что это непременно скажется в худшую сторону на снабжении украинской армии. Подводя итог, возможности покупки американского оружия для Украины есть. Хотя они вроде и так всегда были. Остается дело за политической волей европейских стран и наличием средств. Надеюсь, через неделю станет ситуация для нас яснее. Ну, мы увидимся с вами через неделю. Пока.